Привет, сегодня я покажу тебе давно забытые затонувшие корабли, которые тихонько ржавеют и навсегда уходят из нашего мира. Поэтому надевай акваланг и мы отправляемся. Американская звезда СС. Один из самых загадочных заброшенных кораблей всех времен. Судно было спущено на воду в 1914 году, на тот момент считалось самым роскошным во всем мире. Но в 1994 году оно село на мель и было брошено у Канарских островов. Сначала его хотели продать на металлолом, но в последний момент банк покупателя отклонил сделку. Тогда было принято решение превратить американскую звезду СС в плавучий отель. Но незадолго до открытия шторм разбил это судно о рифы у побережья Фуэртевентура, где оно и находится по сей день. Местные жители считают, что судно проклято и в нем водятся призраки. Исследователь мира был построен в Германии в 1974 году. После его продали в Дании в качестве круизного судна. Спустя время он оказался в Сингапуре и с тех пор в течение 16 лет он побывал практически во всех уголках мира. К 1992 году судно значительно постарело, оно начало ржаветь, а оборудование все чаще выходило из строя. Тогда его загнали на верфь, где полностью обновили, оно стало как новое. К сожалению, с тех пор оно проходило недолго. Уже в апреле 2000 года судно напоролось на риф у берегов Соломоновых островов. Капитан принял решение посадить судно на мель и направил его к ближайшему берегу. Спустя время из него вынесли все ценное, и по сей день оно тихо ржавеет на берегу острова. Кто знает, возможно, если бы этого не случилось, исследователь мира до сих пор бороздил бы моря и океаны. Корабль-призрак Франциско Моррисон находится в озере Мичиган. Судно попало в сильный шторм, вследствие чего перевернулось, а после село на мель. Оказывается, на борту была беременная жена капитана. Но все обошлось, спасатели прибыли вовремя и эвакуировали ее на вертолете в безопасное место, после чего они вернулись за капитаном и его командой. Шторм продолжался несколько дней, из-за чего некоторые части судна отвалились и упали в озеро. Когда буря стихла, было ясно, что корабль не подлежит ремонту, поэтому он и остается там по сей день. La Family Express находится в Карибском море. Интересным фактом является, что это советский корабль, который был создан в 1952. Его первое название – Форт Шевченко. Когда распался СССР, он был продан, а после, во время шторма Фрэнсис в 2004 году, корабль сошел с якоря и напоролся на риф в Карибском море, где и остался по сей день. Кран-баржа БОСС-400 26 июня 1994 года села на мель во время транспортировки российским буксиром «Тигр». Кораблекрушение считалось полной потерей, поскольку спасатели смогли мало что извлечь из судна. Сегодня от БОСС-400 остались лишь обломки, а над уровнем моря видны большой кран и часть надстройки. Бетонные корабли на побережье Keep Top Peak. Скорее всего, вы подумали, что бетон – это какой-то странный материал для изготовления кораблей. Но во времена Второй мировой армия США изготовила большое количество таких лодок из-за недостатка металла. Они использовались для высадки десанта в Нормандии. Корабли получились абсолютно успешными, ведь со своей задачей они справлялись на отлично. После окончания Второй мировой корабли были разброшены. Но у побережья Keep Top Peak их осталось больше всего. Местные жители говорят, что им не нравится такое зрелище. Оно и понятно, ведь за столько лет они успели наскучить, но только не для туристов. Если вы не боитесь глубины и любите рассматривать затонувшие корабли, то вам прямиком на австралийский остров Тангалума. Именно там правительство специально затапливало корабли в течение 20 лет. Теперь кораблики служат домом для рыб и других морских обитателей. Большинство кораблей уже давно сгнило, и от них почти ничего не осталось, но парочку более-менее целых еще можно найти.
Пляж кораблекрушений. Эта история не об одном корабле, а о целых 12. Побережье острова Ланаи на Гавайях стало домом для этих плавучих гигантов. Но почему это случилось? Дело в том, что в этом регионе бушует сильный ветер и мощное течение. Многие суда не справляются с такими условиями и садятся на мель. В силу времени и погодных условий практически все находящиеся там корабли уже давно сгнили. Относительно целыми остались всего 2 корабля, сделанные на бетонной основе. На острове Маленький Кюрасао находится 2 брошенных судна. На данный момент это место полностью необитаемо, но так было не всегда. На территории находится старый маяк и 2 ржавеющих судна, точнее то, что от них осталось. Одно из них называется Мария Бьянка. В 60-х годах этот танкер сел на мель на побережье этого острова. С тех пор прошло более 60 лет, и вот что от него осталось. Про второе судно практически ничего не известно, но есть предположение, что оно когда-то перевозило рабов. На территории Ирландии находится огромное количество обломков кораблей. Самым известным из них является практически целое бетонное судно на реке Мой. Только представьте, ему уже более 100 лет. Оно было построено в 1917 году для перевозки руды из Испании в Англию. После Первой мировой судно выкупила английская компания, которая начала использовать его для перевозки угля в Европу. В Ирландию оно попало в 1937 году. Его выкупили, чтобы укрепить устье реки. Но не добравшись до цели, судно напоролось на камни и начало медленно тонуть. Тогда и было принято решение посадить его на мель у берегов реки Мой. High M6 был замечен у берегов Австралии. Когда власти зашли на борт, то обнаружили, что на судне не было ни единой души. Также они обнаружили испорченную рыбу, топливо и личные вещи. Создавалось ощущение, будто экипаж просто исчез. Но что же произошло на этом судне на самом деле, так и осталось загадкой. Призрак Цинциннати находится на берегу реки Огайо. Старое заросшее судно, ржавеет здесь уже много лет. Но как оно сюда попало? У него очень длинная история. Еще в далеком 1902 году это судно появилось в виде роскошной яхты и носило название «Кольцевая линия». Когда началась Первая мировая, судно было захвачено, но после ее окончания военные США переделали его в рыбацкое. Далее оно побывало в образе исследователя, но завершило свою карьеру туристической лодкой на реке Огайо. Когда судно окончательно состарилось, то было просто брошено, и теперь оно будет гнить там, пока окончательно не исчезнет. На этом видео подходит к концу. Напиши в комментариях, какой корабль впечатлил тебя больше всего. Спасибо, что досмотрел до конца, и увидимся.